Всем привет из парка. Приехали, был очень сильный дождь, но наконец-таки успокоился. Что это? Угу. Кевин там что-то увидел. I just thought this is how cactus grow. Oh, it's what they sell. It's what they sell. Mm-hmm. See those little tiny things? Yeah. You got some water? Yep. Итак, как же мы перевезли нашего корги в Америку? Так получилось, что когда я собиралась сюда, мне нужна была помощь, потому что я переживала, моя виза только однократный въезд, и я думала, вдруг я влечу в Америку, а с корги моим что-то пойдет не так, с его документами, его отправят обратно в Москву, куда он, что он будет делать. Но я нашла компанию, которая просто поможет мне посадить собаку правильно на самолет, сделает все документы, все подготовит. Так вот, в чате мне посоветовали компанию, которая поможет мне посадить собаку на борт и, в общем, помочь со всеми вопросами. В итоге я в ожидании своего полета, подготовки, узнаю, что CDC объявили новый закон, и теперь собаку в Америку не везти просто так. Я звоню Валерии, ее зовут Валерия, эту женщину, которая занимается всем, также у нее муж ветеринар. Я звоню Валерии, говорю: Валерия, что нам делать? Вот, она говорит: отправлять собаку, потому что ничего не поделаешь, нужно отправлять собаку скорее до 14 числа. На что я абсолютно не знаю, как это сделать. Я поехать сама не могу, Кевин приехать не может, у него виза закончилась вот буквально там вчера. Вот, и мы отправили запрос. Чего такое? Мы, похоже, нашли оленя. Просто были какие-то звуки. Кевин говорит, это олень. В общем, мы не пошли к реке, потому что там очень резкий спуск. Ну да, я прям слышу, прям ветки ломаются. Это, это явно не от какого-то насекомого или птицы. В общем, по совету Валерии мы начали собирать Коди. Нужны были только его паспорт, действующая прививка от бешенства и переноска. В общем, по времени это было примерно 25 июня. Мне собираться в Польшу за визой американской, собирать Коди. Это, конечно, было достаточно жестко. Ну и нервно, потому что я знала, что Коди полетит один. В итоге мы взяли билет на, по-моему, 4 июля. Я поехала, на 1 июля, да, 31 я поехала уже в Москву с мамой. В общем-то, это было приключение еще то. Очень стоит дорого, сразу скажу. 1800 долларов примерно все вместе обошлось, вместе с переноской. Ой, куда меня занесло? It's so cute. В общем-то и все, что от нас требовалось, только паспорт, переноска, которую я, кстати, заказала на адрес Валерии, чтобы она просто забрала ее, привезла на машине уже к нашему приезду в аэропорт. Мы поселились рядом с аэропортом, переночевали ночь, и на следующий день Валерия утром, точнее ее работница, забрала Кодика и уже сама посадила, отвезла, прислала фотографии, все было отлично. Коди приехал в отличном состоянии. Покажу, что мы положили в его переноску чуть позже. И переноска тоже была в отличном состоянии, в общем, все было замечательно. Так что против карго ничего не имею. Очень много историй плохих про карго. Это когда хозяева покупают очень дешевые и очень маленькие переноски. Тогда, к сожалению, случаются трагедии. В целом, это все безопасно, все здорово. Очень многие так перевозят собак.
Сейчас расскажу, как в нынешних условиях лимитированного ввоза животных в США из России, как это сейчас вообще провернуть. Оставайтесь со мной. Шерсти там километр, но ничего не поделаешь. Угу. Ну что ж, с карго все вроде бы понятно. А как же нам привезти собаку в Америку в нынешних условиях? С 14 июля 2021 года SDC, Центр по контролю заболеваний, ввел ограничения. И теперь из России, там большой очень, на самом деле, список стран, нельзя везти собаку в Америку. Но есть решение, есть выход, можно получить одобрение, точнее, нужно получить одобрение. Как же его получить? Необходимо сдать титры, то есть кровь собаки, отправить в одобренную лабораторию. Ссылочку на лабораторию я оставлю в описании, чтобы вы могли посмотреть, возможно, в вашем городе есть филиал этой лаборатории, чтобы не везти собаку, например, в Москву. Далее, когда придут результаты, вам необходимо будет отправить запрос на SDC, чтобы вам одобрили ввоз собаки. Запрос должен быть отправлен либо от американца, то есть US citizen, либо резидент. Насколько я знаю, есть также такие условия, допустим, как если вы едете на выставку, возможно, статус студента. Когда я этот вопрос решала, то есть у меня был выбор, я либо везу собаку карго здесь и сейчас до 14 числа, либо же мы ждем все вот эти вот прививки, одобрения и так далее, и только потом везем собаку, что вообще никак не совпадало с планами на визу. Поэтому мы, в принципе, выбрали карго. Но пока все это решалось, я узнавала, читала на сайте, и очень долгое ожидание. Информации было достаточно мало. Сейчас сайт сделали лучше, там действительно много информации, так что обязательно сходите, почитайте. Что касается прививки, прививка должна быть действующей. Как правило, она на год. Если эта прививка сделана в первый раз, то необходимо выждать 30 дней перед тем, как вы будете сдавать кровь на титры. Если же это была прививка, допустим, повторная, насколько мне известно, ждать. Этот промежуток нет как бы никакой необходимости. Можно сразу отправлять кровь собаки на исследования. Но опять же, повторюсь, советую посмотреть сайт, убедиться, что ничего не поменялось, и все, в принципе, все вот эти вот нюансы, они действительно. Про сам процесс посадки собаки на борт и перелет, к сожалению, не могу поделиться никакой информацией, потому что, как рассказала ранее про карго, мы пользовались услугами транспортной компании, то есть собаку я просто посадила в машину к человеку вместе с его огроменной переноской, которую сейчас, кстати, вам покажу. Поэтому не могу ничего подсказать, но думаю, что с этим одобрением, с паспортом собаки, с прививкой от бешенства, с формой 1, которая выдается ветеринарам в государственной клинике, я думаю, проблем никаких не будет. Этой информации, в принципе, очень много в интернете. Опять же, вы можете в чате уточнить у ребят, как они это все делают, и у тех, кто уже летал. Если вы захотите добавиться в чат, который сейчас активно обсуждает данную проблему, я вас могу добавить. Напишите мне в комментариях. В паспорте должен быть обязательно указан человек, который принимает собаку здесь. Например, если вы отправляете человеку на резидента, либо на US citizen, то есть обязательно укажите в паспорте, чтобы было, допустим, не только ваше имя, но и имя проживающего здесь гражданина, либо резидента. Вот, друзья, вот такая у нас клетка. Она достаточно большая. Вот, чтобы вы понимали, моя рука. Такая вот клетка. Здесь с каждой стороны есть вот по такому кармашку. По-моему, даже в центре есть еще карман, куда они складывают как раз все поводки, еду, в зависимости от того, сколько собака летит, сколько там пересадка. У нас пересадка была 16 часов. То есть у нас не самый был легкий путь. Мы летели из Москвы в Амстердам, из Амстердама в Хьюстон. Потом еще с Хьюстона 4 часа мы ехали до Форт Уорда обратно, так что
Вот, у нее есть вот здесь такая ручка, но у нас нету колесиков, их не было, потому что довезли его на машине, там, видать, его как-то приняли, все у них отлажено, колесики в любом случае придется снять уже во время передачи собаки в аэропорт, в любом случае их нужно будет сдать, поэтому снять точнее и забрать, поэтому мне сказали вообще, что это не нужно, потому что они знают как, если вы, конечно, сами везете собаку, сами его там будете сажать и так далее, наверное, без колесиков никак, потому что это неподъемное вообще абсолютно, вот, тем более, если у вас собака больше, чем корги, но корги уже, в принципе, неподъемная собака, я считаю. Друзья, я желаю вам силы терпения в сложившейся ситуации, удачного полета, скорее перевести ваших любимцев в Америку. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, и я надеюсь, вы поддержите видео лайком и канал подпиской. Надеюсь, что мы еще увидимся в следующих видео.